Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я пеку знаменитые на весь мир, нежнейшие, просто тающие во рту австралийские пирожные Ламингтон. По этому рецепту это пирожное получается действительно тающим во рту, не требует абсолютно пропитки, делается из самых простых и доступных продуктов. Пирожное очень красивое, вот такое в разрезе. Все покажу и расскажу подробно в этом видео, чтобы оно у вас сразу уже с первого раза получилось. 8 яиц для этого рецепта я разделяю сейчас на желтки и белки. Вот это для этого рецепта сделать нужно обязательно, если вы будете взбивать, как и я, ручным миксером. Желтки я пока что отставляю в сторону. К 8 белкам я добавляю щепотку соли, 16 грамм ванильного сахара и взбиваю примерно минуту до состояния пены. И от общего количества сахара 240 грамм я примерно половину добавляю в белки. Повзбиваю еще где-то минуту и добавляю к белкам 40 грамм кукурузного крахмала. И после введения крахмала я взбиваю всю белковую массу примерно 5 минут. Меренга у нас должна стать вот такой пышной, глянцевой. Вот такие подрагивающие пики она будет иметь, но она не должна превратиться в губку. Я отставила белки пока что в сторону и взбиваю желтки. Вот так я их расшевелила и добавляю туда весь оставшийся сахар, то есть примерно половину от 240 грамм. И желтки я взбивала около 6 минут. Вот это здесь очень важно. Теперь я к желткам добавляю 120 мл молока и 80 грамм растительного масла без запаха. Говорю именно в граммах, чтобы вам не запутаться. Все это просто перемешиваю. Ничего я здесь дальше уже не взбиваю. Мы готовим, по сути, здесь нежнейший шифоновый бисквит, который не опадает, который сразу получается и сразу его можно брать в работу. Просеиваю туда сейчас 280 грамм муки и 8 грамм разрыхлителя. Пожалуйста, больше разрыхлителя здесь брать не нужно. Заменять разрыхлитель на пищевую соду в этом рецепте тоже нельзя. Вот эту муку с желтками я сейчас перемешиваю быстренько миксером, ничего долго не взбиваю. Обязательно сейчас силиконовой лопаткой прохожусь со стеночек и со дна миски. Вот это нужно сделать на этом этапе просто обязательно, чтобы нам потом не осадить белковую массу. И сейчас бережно лопаткой вот так круговыми движениями ввожу все белки в эту желтковую смесь. Здесь очень важно не перевзбить белки, чтобы у вас корж потом прекрасно поднимался и был именно воздушным. Что такое перевзбитые белки? Когда они у вас уже отсекутся крупинками и будут выглядеть как такая губка неоднородная. То есть белки должны очень пышными стать, идеально держать форму, иметь подрагивающие пики, но все-таки консистенцию они должны иметь гладкую, как вот у меня в видео. Они не должны у вас расслоиться. Всю белковую массу я уже ввела. Вот такое тесто у нас должно получиться, то есть оно должно все-таки держать форму, оно должно быть пышным. Форма у меня здесь для выпечки 24 на 34 сантиметра. Выливаю туда сейчас все тесто. Выпекать я этот корж буду при температуре 170 градусов Цельсия на режиме вверх-вниз без конвекции на среднем уровне в заранее разогретой духовке. В моем случае 40 минут. Каждая духовка очень индивидуальна. Духовку во время выпечки первые полчаса ни в коем случае не открываем. Шифоновый бисквит, он хоть и имеет здесь хорошее количество разрыхлителя, все равно на это нужно обращать внимание. Корж сильно поднимается во время выпечки, но потом он становится идеально ровным. Имейте это в виду. Итак, у меня прошло 40 минут. Корж у меня испекся. Проверяю для вас его деревянной шпажкой. Она, естественно, у нас выходит сухая и чистая. Как только я могу дотрагиваться до формы, я извлекаю корж уже из формы. Переворачиваю его сразу сейчас на решетку. Он у нас уже идеально ровный. Снимаю с него сразу бумагу для выпечки с донышка. Вы можете и края здесь, в принципе, простелить бумагой для выпечки, но мы все равно их будем срезать. Видите, из него еще пар идет. Дала ему немножко остыть. Убираю его сейчас примерно на 2 часа в пакете в холодильник. У меня прошло 2 часа. Корж очень хорошо стабилизировался. Он идеально сейчас будет нарезаться, и он нежнейший. Просто вот на вкус благороднейший шифоновый бисквит. Сейчас я по традиции, как готовится пирожное Ламингтон, боковинки коржа я все срезаю, они не должны у нас быть в пирожном. Вы можете их оставить. Видите, нежнейший корж нарезается практически без крошек. Я вам тоже советую срезать вот эти все боковинки. Сейчас вот эту
корочку верхнюю. Она очень нежная, очень мягкая. Я ее удалила просто ножом. Можно соскоблить ее. И она нам не нужна, потому что она будет тянуться потом за нашей глазурью. Сделала себе заготовку 30 на 20 сантиметров, чтобы были идеально ровные пирожные. И я по 5 сантиметров буду делать вот такие кубики. И будет у меня их 24 штуки. То есть здесь они идеальными получаются, эти кубики, если вы будете выпекать в такой же форме. Все стороны этого кубика по 5 сантиметров. Нарезается практически без крошек. Нежнейший получается шифоновый бисквит, не требующий абсолютно пропитки. Вообще пирожное Ламингтон в Австралии печется уже более 100 лет. И по всему миру тоже по-разному называется в разных странах. И печется оно либо с масляным, либо с шифоновым бисквитом. Видите, примерно по 5 сантиметров у нас получается каждая сторона. Итак, сейчас я уже готовлю глазурь. Здесь у меня 60 грамм какао-порошка. Я его просеиваю, вливаю туда 100 миллилитров крутого кипятка, завариваю какао, перемешиваю сейчас основательно, чтобы не было комочков от какао. Добавляю туда 300 грамм сахарной пудры, 100 миллилитров молока добавляю туда также. Все это просто перемешиваю. Добавляю туда обязательно щепотку соли. Добавляю туда 60 грамм растопленного сливочного масла. Все перемешиваю. У меня здесь какао-порошок не алкализованный. Я здесь не советую брать алкализованный какао-порошок, иначе у вас будут горчить пирожные. И сразу же, как только я приготовила эту глазурь, я начинаю вот так обваливать в этой глазури каждую пироженку. И вот здесь вот заметьте, я вам показываю два способа, как их можно туда погружать, в эту глазурь, то есть при помощи вилок элементарно. Но при этом пирожные будут очень сильно напитываться глазурью, потому что вилками все это происходит дольше. И краешки, вот эти вот сами уголки у пирожного повреждаются, потому что вилка есть вилка. Поэтому я советую это все-таки брать руками, в перчатках, как я это делаю, и именно руками погружать это в глазурь. И о стеночке миски удалять лишнюю глазурь, чтобы она у нас оставалась обратно в миске. Вот это количество глазури как раз идеально рассчитано на 24 пирожных. Но так как я первые несколько пирожных долго очень погружала вилками, именно для наглядности, чтобы вам здесь показать все это в видео, мне удастся обвалять в этой глазури только 20 пирожных, потому что я свою глазурь, в принципе, растратила на первый вот этот способ с вилками. То есть я не советую так делать. Я советую делать это именно в перчатках, руками и обязательно удалять лишнюю жидкость с них. И тогда у нас все будет получаться прекрасно. Потому что они напитываются реально как губка. Когда мы их уже ставим на решетку, с решетки практически уже ничего вниз не стекает. То есть это такое пирожное, которое впитывает в себя все. Здесь я очень настоятельно просто рекомендую работать максимально быстро, потому что пирожное, вот чем дольше вы его будете держать в этой жидкости, тем больше оно впитает в себя и потом не отдаст ничего. И обязательно о стеночки посуды удаляем лишнюю жидкость. Она сама не выйдет из пирожного, ждать здесь ничего не нужно. Видите, вот так вот мне хватило ровно на 20 пирожных. И вот так 4 заготовки у меня еще осталось, без всего. Количество глазури здесь рассчитано идеально правильно на эти 24 пирожных, но все будет зависеть от скорости вашей работы и от способа вашей работы, каким способом вы будете погружать эти пироженки в глазурь. Вот это здесь самый ключевой момент. Видите, всего лишь столько глазури стекло потом с пирожных, то есть они как губка в себя ее впитывают. И, естественно, пострадает от скорости нашей работы не только количество глазури, что ее не хватит, но еще и вкус пирожных. То есть чем больше будет напитываться пирожное этой сладкой глазурью, тем более приторным оно будет становиться. То есть этой глазури должно быть совсем немного. Здесь у меня 200 грамм кокосовой стружки. Вообще для обваливания этих пирожных достаточно 100 грамм кокосовой стружки, но это будет делать неудобно. У кого нет кокосовой стружки лишней, используйте тогда только 100 грамм. Этого будет достаточно. Они будут, возможно, не такими красивыми у вас, не так плотно покрыты, но когда уже нету лишнего, тогда можно и 100 грамм брать. Глазурь на пирожных не застывает, то есть торопиться так очень быстро с обваливанием в кокосовой стружке здесь не нужно. То есть здесь можно себе оставить время. Вот так они прекрасно нарезаются. Вот такой разрез, видите, здесь многовато глазури. Это вот первые как раз пирожные, которые я погружала вилками. То есть еще раз повторяю, что лучше работать менее эстетично, сразу руками в перчатках,
но иметь тогда идеальное просто в конце изделия. Вот так они надламываются прекрасно вилкой. Видно, насколько пирожное нежнейшее. И вот это пирожное я уже в перчатках погружала. Видите, глазури очень равномерное количество, идеально она распределена. И еще раз повторяю, почему я так пристально заостряю внимание на количестве глазури, от этого будет зависеть по сладости весь вкус вашего изделия. Нежнейшее, удивительно вкусное пирожное получается. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.